В войне Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха, заполонившей все новостные ленты, видимо, придется потесниться. В информационную повестку стремительно ворвались киргизы, освободившие из СИЗО экс-президента своей республики Алмазбека Атамбаева. Россия наблюдает за безумием, творящимся на постсоветском пространстве, не вмешиваясь. Единственной республикой бывшего СССР, в которой Москва недвусмысленно очертила сферу отечественных интересов, остается входящая в союзное государство Белоруссия. Ее границу, напомню, облетели российские Ту-160. Что же касается прочих экс-братьев по общему советскому дому, то наше государство позволяет им сходить с ума в добровольно выбранном незалежниками темпе. Некоторые наши подписчики спрашивают меня, почему на наших каналах не было ни одного лично моего материала об Азербайджано-армянской войне. Отвечаю, на самом деле был, но вышел он не на YouTube, а в клубе экспериментальной истории, где состоят не так уж много людей. Кто не вступил, тот не увидел. Что же касается открытых площадок, то я предпочитаю воздерживаться. Причина этого примерно такая, какой написали язвительные авторы известного патриотического телеграм-канала. Мы за 30 лет нормально так развелись, дорогие жители постсоветских государств. Укрепление там всяких связей, договоренности, 5-10, это все есть. Но вы же все эти 30 лет настаивали, что вы сами по себе. Вот и результат. Сейчас самым младшим россиянам, которые могут вспомнить, как они бухали в студенчестве в Баку и Ереване, реально так хорошо за полтос. Включая, кстати, сотни тысяч дорогих россиян с фамилиями, оканчивающимися на Ян и на Иев. Вы строили свою отдельную от метрополии жизнь и, наконец, построили. И в результате ваши веселые, на самом деле нет, разборки, в рамках которых вы начали друг друга сотнями убивать, это ваши суверенные разборки. Все именно так и есть. В геополитическом плане, связанном с вопросами национальной безопасности, российское государство, конечно, всем этим постсоветским безумием интересуется и предпринимает действия, которые считает нужными. Но вот наше гражданское общество, к числу представителей интересов которого я отношу себя, уже устало интересоваться бывшими собратьями, 30 лет активно внедряющими политику дерусификации и прочие аспекты незалежной сведомости. И потому я с чистой совестью могу сказать, мне вообще все равно, сколько азербайджанцев и армян поубивает друг друга. Это их суверенное, выгрызенное зубами право, что бы они в наш адрес не верещали. Давайте еще расскажите, что Россия, если она не поддержит вашу сторону, потеряет вас. Ну ок, скажет любой человек-атом из тех, что составляют большую Россию. А что конкретно мы потеряем-то? Ваши постоянные загоны про злую империю? Ваши писькины слезки про то, как вас гнобили цари и Советский Союз? Может, вы за нас все время горой на международной арене? Может, вы хоть Крым признали? Ах, вы за российских исполнителей на Евровидении голосуете? Ну, за это вам большой земной поклон. Можете рассчитывать на полное сочувствие соответствующего музыкального истеблишмента. Только не спрашивайте, сколько дивизий у Аллегрова или Галкина и сколько у Гацериева. Россия выступает за мир, и русские с большим гуманитарным огорчением наблюдают, как два древних народа с уникальной культурой проливают кровь за сторожку лесника. Ну, мы там у вас посторонние. Ровно то же самое касается и событий в Киргизии. Что нам с того, что один среднеазиатский бай сменит другого при поддержке местных басмачей? И Атамбаев сотрудничал с Россией, и Жээнбеков. А с кем им еще сотрудничать-то? Кому они, кроме России, нужны по большому счету? Любой из серьезных региональных геополитических игроков их схарчит и не подавится. Потому что киргизы за 30 лет незалежной жизни не смогли навести порядок в своей республике. И вместо построения светлой демократии западного образца вернулись к привычному средневековью. Ну и ладно. Главное не открывать границы России, когда к нам от всего этого ломанутся очередные толпы гастарбайтеров, с трудом понимающие русский язык. Новейшая история постсоветских республик наглядно показывает, кто именно принес в них цивилизацию и высокую культуру, и чем была та самая российская и советская типа оккупация, о которой они хором верещали 30 лет. Это был их единственный шанс на путь в цивилизационное будущее. И они, бросившись хватать полную пазуху незалежности, этот шанс профукали. Когда лет 30 назад брали столько суверенитета, сколько было не жалко алканавту Борису Николаевичу, каждая бывшая республика-сестричка мечтала стать чем-то вроде Швейцарии или Сингапура, которые всем нравятся, куда едут отдыхать и восторгаться национальным фольклором, природой и вышиванками, где богатые люди хотят держать деньги. Но, скажем честно, республики-сестрички с тех пор страшно оскотинились, без тюрьмы народов-то.
Ума хватает разве что на интриги, революции и территориальные претензии к соседям. Наш с вами периметр без СССР вернулся в Средневековье, в котором литовцы грызутся с белорусами, азербайджанцы с армянами, грузины с осетинами, киргизы с узбеками. Некоторым народам от свободы нет пользы, дорогие друзья. Чем богаче и культурнее будет жить Россия, в которой пребываем и трудимся мы с вами, тем сильнее будет контраст между нашей реальностью 21 века и всем наблюдаемым средневековым безумием, которое бушует на постсоветском пространстве. Так что мне лишь остается сказать тем жителям бывших республик СССР, которые не хотят мрачной судьбы своим детям: прилежно учите русский язык и законодательство Российской Федерации. Все это вам пригодится, когда будете пытаться оформить патент или претендовать на разрешение на временное пребывание по квоте в нашей стране. Хватит уже нам ваших древних уникальных культур, представители которых способны лишь резать соседей. Только русификация, только хардкор. Кто не хочет русифицироваться, пусть живет у себя в Средневековье со всеми вытекающими.